Представители ООН под ударом. Россияне атаковали гуманитарную миссию. В организации сделали заявление. Удар по жилому дому и большое количество жертв. В Киеве завершили спасательную операцию. Объявлен день траура. Рейтинг Путина падает до минимума, но есть вариант, как его поднять. Закончить войну? Нет, есть решение получше. Лавров начал угрожать журналистам оружием. Внезапное заявление на пресс-конференции. Уровень российской дипломатии во всей красе. Об этих и других самых главных событиях вечеру пятницы 15 мая. Вы не переключились, и это правильно. Сейчас мы обо всем вам расскажем. Это Нехта, а я Алексей Бурлаков. Поехали. Обстрел представителей ООН. Российские ракеты попали по гуманитарному конвою. Автомобиль был четко обозначен как транспорт ООН и вез людям продукты и солнечные лампы на так называемый остров, один из самых пострадавших районов Херсона. Обе стороны заранее знали о миссии, но машину все равно дважды атаковали беспилотниками. Команде удалось выбраться, пострадавших нет. Мы продолжаем призывать государства-члены, все государства-члены, уважать гражданское население, не наносить удары по мирным жителям и не наносить удары по ООН. Очевидно, что флаг ООН больше не является для нас, для нашей операции, защитным элементом, и это вызывает особую тревогу, потому что это означает, что мы не сможем добраться до тех людей, которым хотим помочь. В той школе, куда мы доставляли помощь, находилось более 40 человек. Для Херсона это уже не исключение, а страшная рутина. Гуманитарные машины, волонтеры и гражданские там регулярно оказываются под ударами. В ООН, говорят, это уже второй подобный инцидент за неделю. Только с января по апрель 26 года зафиксировали 56 нападений на гуманитарных работников. В Киеве завершили спасательную операцию после российского удара. В Дарницком районе спасатели более 28 часов разбирали завалы дома, по которому Россия ударила ракетой. Разобрали более 3000 кубометров разрушенных конструкций. Целый подъезд фактически снесло. Подтверждена гибель 24 человек, среди них 3 ребенка. Еще 48 человек травмированы, по данным МВД. Мэр Киева Виталий Кличко говорит о более чем 50 пострадавших, 24 из них остаются в больницах. Почти 400 человек получили помощь психологов, ГСЧС и полиции прямо на месте трагедии. Сегодня в Киеве объявлен день траура. Спасатели уже перешли к аварийно-восстановительным работам. Напомню, ракета прилетела по жилому дому, по людям, которые просто были у себя дома. Президент Зеленский прибыл на место трагедии почтить память погибших и констатировал: такую Россию нельзя нормализовать. Российская нефтянка снова горит. Теперь дроны атаковали Рязань. Губернатор говорит о попадании по промышленному предприятию и падении обломков на 2 многоэтажки. По данным мониторинговых каналов и видеоочевидцев, целью мог быть рязанский НПЗ Роснефти, один из крупнейших нефтезаводов России. Его мощность около 17 миллионов тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизель, авиационный керосин и другое топливо. После атаки над городом поднялись несколько столбов черного дыма, поэтому нефтеперерабатывающему заводу уже били раньше, а в ноябре 2025-го он останавливал работу после пожара. С начала весны из-за атак дронов работу приостанавливали уже 7 российских НПЗ. В итоге переработка нефти в России упала до минимума с 2009 года – 4,69 миллиона баррелей в сутки. Для Кремля это болезненная арифметика. Пока ракеты летят по украинским городам, дроны все глубже режут топливную систему России. Упадок нации – это не то, что вы подумали. Трамп оправдывается за слова Си, который назвал не прямо, но достаточно понятно США страной в упадке. Говорит, это не то, что вы подумали, и на самом деле все не так. Но в целом президент США с китайским коллегой согласен. Когда председатель Си очень изящно назвал Соединенные Штаты, возможно, страной в упадке, он имел в виду колоссальный ущерб, который мы понесли за 4 года сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом он был прав на 100%. Председатель Си не имел в виду невероятный подъем, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру за 16 блестящих месяцев администрации Трампа, включая рекордно высокие фондовые рынки, военную победу и процветающие отношения с Венесуэлой, военный разгром Ирана. Продолжение следует.
По версии Трампа, китайский лидер говорил об открытых границах, миграции, высоких налогах, преступности, плохих торговых сделках и всем том, что сам Трамп называет катастрофой демократов. Пост появился после того, как Си Цзиньпин во вступительном слове на двусторонней встрече США и Китая задался вопросом, смогут ли две страны избежать ловушки Фукидида, теории, согласно которой, когда восходящая держава угрожает вытеснить уже устоявшуюся, это может привести к войне. Си также заявлял в 2021 году, что Восток поднимается, а Запад приходит в упадок. Белый дом сейчас не уточнил, какую именно цитату имел в виду Трамп в своем посте, отвечая на запрос The Hill о комментарии. К слову, российский диктатор тоже заметушился и напомнил, что он также собирается в Китай. В Кремле срочно объявили дату визита. Путин приедет в Пекин 20 мая. Израиль снова говорит о войне с Ираном, и на этот раз пауза может оказаться очень короткой. Министр обороны заявил, что Иран за последний год получил тяжелые удары, но главная цель еще не выполнена. А значит, Израиль готовится к тому, что вскоре снова придется действовать. Мы должны выполнить задачу кампании таким образом, чтобы Иран больше не стал угрозой существованию Израиля, США и свободного мира на поколение вперед. В Вашингтоне, по данным Axios, тоже обсуждают следующий шаг. После возвращения Трампа из Китая США могут либо возобновить операцию по разблокированию Ормузского пролива, либо начать новую кампанию ударов по иранской инфраструктуре. Израиль уже готовится к выходным в режиме повышенной боевой готовности. Если Трамп даст команду, операция, как ожидается, будет координироваться с израильскими военными. США выполнили около 70% целей, но могут продолжить и ударить по остальным, говорит президент страны. Отдельный сигнал — ядерные объекты. Трамп заявил, что американские космические силы следят за ними, а Вашингтон в какой-то момент намерен таки получить иранский обогащенный уран. То есть война может не закончиться. Разные цели Москвы и Киева читаются даже в обмене пленными. Домой вернулись 205 защитников Украины. Это первый этап большого обмена в формате 1000 на 1000. Из российского плена освободили военнослужащих ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, морпехов, десантников и бойцов Азова. Большинство из них, 193 человека из 205, были в плену еще с 2022 года. Многие защищали Мариуполь и Азовсталь. Многие освобожденные украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. За каждым таким событием стоят месяцы ожидания, борьбы и неизвестности. Российский плен для многих украинцев стал местом жестоких испытаний, бесчеловечных условий содержания, психологического и физического давления. Самому младшему 21 год, самому старшему 62. И символично, что обмен прошел в Международный день семьи. 205 семей снова смогут обнять своих. Есть и другая сторона этой истории. По данным украинской стороны, среди российских военных, попавших под обмен, больше половины, 54%, имели судимости или находились под угрозой уголовного преследования. Среди них были осужденные за кражи, разбой, наркотики и убийства. Россия возвращает тех, кого вероятно, проще снова бросить на фронт. Украина возвращает тех, кто защищал свою страну и прошел через годы плена. Контраст здесь говорит сам за себя. Также стороны обменялись и телами погибших военных. России передали 41 тело, Киеву 526. Ситуация становится все интереснее и напряженнее. Карибский сериал продолжается. Американская делегация провела переговоры с руководством кубинской разведки. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф приехал на остров. О встрече сообщила государственная газета со ссылкой на правительство Кубы. Гавана использовала встречу как шанс снять с себя самый страшный ярлык и убрать мишень. Кубинская сторона заявила, что представила доказательства. Куба якобы не угрожает национальной безопасности США и не должна находиться в списке стран-спонсоров терроризма. Власти также подчеркнули, что на острове нет иностранных военных и разведывательных баз, а террористам и экстремистам Куба убежище не дает. Во время встречи было подтверждено, что между исторической позицией нашей страны и действиями кубинского правительства и его компетентных органов существует последовательность и согласованность в недвусмысленном противодействии и осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях.
Кубинское правительство говорит о явном интересе обеих сторон к сотрудничеству между правоохранительными органами и спецслужбами, но публично Вашингтон ничего не подтверждает. На фоне топливного кризиса, блэкаутов и протестов на острове такой визит может стать спасением для Кубы. С падающим рейтингом Путина в России решили бороться, но не улучшением жизни россиян или, не дай бог, окончанием войны. Решили просто по-другому считать этот рейтинг. И, на удивление, этот рейтинг начал расти. Государственный центр опроса общественного мнения поменял формат еженедельных опросов после того, как рейтинг одобрения Путина упал до минимума за все время войны – 65,6%. Это было самое сильное падение с пенсионной реформы 2018 года. Раньше людей опрашивали по телефону, теперь половину будут опрашивать также, а половину через поквартирный обход. Мы заметили, что в последнее время в ходе телефонных опросов мы, если говорить уж нашим сленгом, не добираем возрастных респондентов. Почему? Боятся. В то же время мы проводим и квартирные опросы и видим, что там не добирается, к примеру, средний класс, не добирается молодежь. Странно, почему люди боятся отвечать. По новой методике рейтинг одобрения Путина впервые с декабря пошел вверх до 66,8%. Доверие тоже выросло. Единая Россия подскочила с военного минимума 27,7% до 31,2%. А партия «Новые люди», которая неожиданно вырвалась вперед на фоне недовольства блокировками интернета, рухнула почти на треть. Получается очень российская социология. Если рейтинг падает, надо не менять реальность, а менять линейку. Напоследок неудивительное, но странное заявление человека, который, казалось бы, не может нас уже чем-то удивить. Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии осуществляется. Но Лавров на этом не остановился. Он решил еще и показать высочайший уровень российской дипломатии, угрожая журналистам вооруженной охраной. А как вы оцениваете этот высочайший уровень? Напишите в комментариях под видео. Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговорах с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, а? Ребят, выведите его отсюда. If you don't surrender your phone... Если ты не отдашь телефон, они достанут пистолет, понимаешь? Спасибо, что досмотрели до конца. На этом у меня все. Увидимся уже утром.